Теперь она ему нравится. Дональд Трамп назвал подарок Нобелевской медали очень приятным жестом. Мария Корина Мачадо может рассчитывать на поддержку президента Соединенных Штатов. Протесты против исламского режима в Иране стихают. Наследный принц Реза Пехлеви просит международной поддержки. Путин повторяет риторику Гитлера, заявил глава комитета Сената по вооруженным силам республиканец Роджер Уикер. В Украине недостаточно ракет для противовоздушной обороны. Владимир Зеленский просит союзников ускорить доставку. Россия готовит новый удар, а Киев еще не восстановился после предыдущих, говорит мэр Виталий Кличко. Сын Рамзана Кадырова, Адам, при смерти. Его кортеж попал в ДТП. Картины кисти президента. В Нью-Йорке выставили на аукцион личные вещи и творческие работы Джимми Картера. Цены не задирали. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Законодатели во Флориде назвали участок дороги именем Дональда Трампа. Сам президент Соединенных Штатов во время торжественного переименования участка Южного бульвара заявил, что он чрезвычайно польщен. Это серьезный знак. Для меня огромная честь, что главный бульвар от международного аэропорта Палм-Бич до прекрасного Мар-а-Лаго переименовывается в мою честь. Это очень важный участок. По этой дороге ездит много людей, много важных людей. Хотя мне все равно, важные они или нет, но и важные, и неважные люди пользуются этой дорогой. Я люблю людей Флориды. Я люблю весь район Палм-Бич, я давно здесь живу. И я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы пришли. Я буду помнить этот удивительный жест всю оставшуюся жизнь. При этом Трамп использовал мероприятие, чтобы заявить об улучшении отношений с Венесуэлой. Он заявил, что у него прекрасные отношения с современными лидерами Венесуэлы. Теперь мне очень нравится Венесуэла. Я говорю о ней хорошие вещи. Я не говорю о Венесуэле в негативном ключе. Я считаю, что это замечательная страна. Просто это очень интересно. Она так сильно изменилась буквально за неделю. Это был один из величайших военных маневров всех времен. Все было безупречно. Это было одно из величайших. Мы имеем дело с новым президентом, Дельси Родригес. Мы работаем со многими людьми, которые управляли страной. И первое, что они сказали, у нас есть 50 миллионов баррелей. Трудно поверить. Я сказал, разве бывает 50 миллионов баррелей? 50 миллионов баррелей нефти. И нам нужно срочно ее переработать, потому что у нас нет места. Вы возьмете ее? Я сказал, мы возьмем. Мне не нужно было ни с кем советоваться. Мне не нужно было звонить нашему замечательному генеральному прокурору. Я сказал, мы возьмем. И это эквивалентно 5,2 миллиарда долларов. Это было в первый день. И сейчас эта нефть спокойно направляется в Соединенные Штаты. У нас сложились отличные отношения с людьми, которые сейчас, как они говорят, являются временным президентом и другими руководителями. Я думаю, было снято много напряжения. Это просто удивительный день для меня и удивительное место. И у нас впереди еще 3 отличных года. Но, надеюсь, у нас будут многие десятилетия величия в этой стране. Мы начали с правильного шага. Большое всем спасибо. Для меня это огромная честь. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Удачи. Это был очень приятный жест. Так Дональд Трамп прокомментировал подарок лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Вчера вы приняли Нобелевскую премию Марии Мачадо. Что вы намерены с ней сделать и почему вам нужна чужая Нобелевская премия? Ну, она сама предложила ее мне. Я подумал, что это очень приятно. Она сказала, знаете, что вы завершили 8 войн, и что никто в истории не заслуживает эту премию больше, чем вы. Я счел это очень приятным жестом. И, кстати, я считаю, что она очень достойная женщина. И мы еще будем общаться. Вы только что назвали Мачадо очень хорошим человеком и сказали, что встреча прошла хорошо. Почему же вы выстраиваете отношения с Делси Родригес и остатками режима Мадуро, а не с Мачадо, которая пользуется поддержкой венесуэльского народа? Ну, если вы помните такое место, как Ирак, где уволили всех, каждого полицейского, каждого генерала, вообще всех, и в итоге они стали ИГИЛ. Вместо того, чтобы просто заняться делом, они стали ИГИЛ. Так что я это помню. Но скажу вам вот что. Вчера у меня была отличная встреча с человеком, к которому я испытываю большое уважение. И она, очевидно, уважает меня и нашу страну. И она вручила мне свою Нобелевскую премию. Но скажу вам, я узнал ее поближе. Я никогда раньше с ней не встречался и был очень впечатлен. Она действительно это достойная женщина. Сама же Мария Корина Мачадо заявила, что она уверена. Остатки того, что она называет преступным режимом Венесуэлы, в конечном итоге будут демонтированы, и страна придет к упорядоченному переходу к свободным выборам, хотя путь к этому будет трудным и сложным.
И мы действительно сейчас находимся на первых шагах подлинного перехода к демократии, который окажет не только огромное влияние на жизнь всех венесуэльцев, тех, кто остался в стране, и тех, кто был вынужден бежать по всему миру, но и будет иметь колоссальное значение для региона, для нашего полушария и, я скажу, даже для всего мира, потому что мы доказали. Народ, решивший быть свободным, даже без ресурсов, без денег, без поддержки свободной прессы, даже перед лицом самой жестокой тирании, может победить. Потому что сила убежденности и сила любви самые могущественные из всех. Он понимает момент и его значение, я бы сказала, для всего полушария. Мы говорили, и вы можете себе представить, о других странах, и в частности о Кубе, и о том, какие последствия будет иметь переход к демократии в Венесуэле, и что это будет означать для Кубы. И я хочу на этом настаивать. Дельси Родригес. Да, она коммунистка. Она главный союзник и представитель российского режима, а также китайцев и иранцев. Но это не венесуэльский народ, и это не вооруженные силы. Поэтому я глубоко уверена, что у нас будет упорядоченный переход. Это сложная фаза, в которой мы сейчас находимся. Часть грязной работы они делают сами. Но в итоге результатом станет стабильный переход и гордая Венесуэла, которая станет лучшим союзником Соединенных Штатов, каким только может быть в Америке. Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Джон Рэдклифф посетил Каракас и провел встречу с Дельси Родригес, которую администрация Дональда Трампа рассматривает как временного президента Венесуэлы. Об этом пишет The New York Times. Это первый визит американского чиновника такого уровня в страну за многие годы и самый высокопоставленный после захвата Николас Мадуро. По данным издания, поездка носила демонстративный характер и стала сигналом. Вашингтон делает ставку на переходное правительство как наиболее реалистичный путь к краткосрочной стабилизации Венесуэлы. Визит состоялся сразу после телефонного разговора Трампа с Родригес и на фоне встречи Дональда Трампа в Вашингтоне с лидером венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, что, по мнению издания, может быть воспринято как ослабление роли оппозиции. Тем временем министр внутренних дел США Дуг Бергум заявил, что Вашингтон контролирует маркетинг и экспорт венесуэльской нефти, используя их как ключевой рычаг влияния. Антиправительственные протесты в Иране в целом пошли на спад после жестокого подавления, сообщают правозащитные организации и местные жители. Тем временем Белый дом продолжает предупреждать о серьезных последствиях в случае дальнейшего кровопролития. Активизировались и ключевые региональные союзники США в попытках предотвратить военную конфронтацию. Президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами в пятницу, заявил, что сообщения о прекращении Тегераном запланированных казней сыграли значительную роль в его решении отказаться от военного удара по Ирану. Арабские и израильские официальные лица убедили вас не наносить удар по Ирану? Никто меня не убеждал. Я убедил себя сам. Вчера было запланировано более 800 повешений. Они никого не повесили. Они отменили казни. Это сильно повлияло. Несмотря на то, что протесты утихают, Реза Пехлеви, наследный принц Ирана, призвал международное сообщество усилить давление на иранское правительство, чтобы помочь протестующим свергнуть духовную власть. Правда теперь неоспорима. Так называемая Исламская республика не является правительством Ирана. Это враждебная оккупационная сила, захватившая нашу родину. После вторжения в 5 соседних стран и распространения хаоса по всему региону, этот режим вторгся и в сам Иран, используя иностранных террористов, боевиков Хезболлы, иракские милиции и других наемников для убийства иранского народа. Это уже не просто репрессии, это иностранная оккупация, прикрывающаяся духовными одеяниями. Исламская республика близка к краху. Али Хаминеи и его головорезы знают это. Именно поэтому они действуют как раненое животное в отчаянной попытке удержаться у власти. Народ не отступил. Их решимость ясно показала одно. Они не просто отвергают этот режим, они требуют надежного нового пути вперед. Они призвали меня возглавить этот процесс. Связь между мной и иранским народом не нова, она существует с моего рождения, и ее невозможно разорвать. Очевидно, что и общество, и представители вооруженных сил видят во мне национальную фигуру, способную объединить все оппозиционные силы, людей любого происхождения, этнической принадлежности, республиканцев и монархистов, правых, левых и всех между ними. У меня есть всеобъемлющий план упорядоченного перехода власти, готовый к немедленной реализации.
Иранский народ предпринимает решительные действия на месте. Теперь настало время международному сообществу полностью присоединиться к ним. Президент Дональд Трамп снова угрожает тарифами. На этот раз он заявил, что может ввести пошлины против стран, которые не поддержат его план по установлению контроля Соединенных Штатов Америки над Гренландией. И я могу сделать это и в отношении Гренландии тоже. Я могу ввести пошлины против стран, если они не пойдут навстречу по Гренландии, потому что она нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу это сделать. Я немного приоткрою тему. На самом деле именно это и станет главной новостью, но в действительности это гораздо более важная история. Потому что мы сокращаем расходы на здравоохранение в масштабах, которых вы еще не видели. Европа не согласна с планом Трампа и продолжает подготовку к военным учениям с союзниками по НАТО. Объединенное арктическое командование Дании в Гренландии сосредоточено на противодействии потенциальной активности России, а не на защите от военных угроз со стороны США, заявил в пятницу 16 января его глава, генерал-майор Сёрен Андерсен, на фоне возросшего внимания к арктическому региону. Сегодня у нас фактически была встреча со многими партнерами по НАТО, включая США, и мы пригласили их принять участие в этих учениях. Я не вижу, чтобы один союзник по НАТО нападал на другого союзника по НАТО. Но, конечно, если Россия нападет на Гренландию, моей задачей будет ее защищать. И я буду делать это с помощью датских войск, но, разумеется, и в рамках Альянса. Когда мы смотрим на мировую ситуацию и на конкуренцию сверхдержав, то видим, когда война в Украине закончится, надеюсь, с хорошим результатом для Украины, мы ожидаем, что Россия использует все ресурсы, которые она задействовала в Украине, в других регионах. И это касается также Арктики. Поэтому мы ожидаем роста российской активности в ближайшие годы. Мы не видим немедленные угрозы для королевства Дания, включая Гренландию. Мы не видим российских или китайских судов вблизи Гренландии. Конечно, как и говорили США, в Северном Ледовитом океане есть китайские и российские суда, но не рядом с Гренландией. На этой неделе на Гренландию были направлены небольшие контингенты военнослужащих, в том числе из Германии. Министр обороны страны Борис Писториус призвал администрацию США признать, что совместная оборона Арктики отвечает ее собственным интересам. Администрация США также должна признать, что совместная оборона безопасности в Арктике и Северной Атлантике в рамках Альянса наилучшим образом служит законным интересам безопасности Соединенных Штатов. Еще несколько лет назад я бы никогда не подумал, что сегодня буду стоять здесь и вынужден говорить столь очевидные вещи. Территориальная целостность и суверенитет — это центральные, не подлежащие обсуждению принципы нашего международного порядка. Насильственные территориальные изменения не имеют никакой гражданской легитимности. Эти убеждения уже давно ставятся под сомнение по всему миру, и я повторяю, повсюду. Арктика, которая раньше была белым пятном на стратегической карте, сегодня стала экраном для проекции глобальных претензий на власть. Россия и Китай, в частности, действуют здесь все более жестко. Мы должны и будем усиливать наши усилия на Крайнем Севере и в Арктике. Это само собой разумеется, и мы начали делать это еще несколько лет назад. Глава Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер выступил в защиту Украины после того, как Дональд Трамп в очередной раз обвинил ее в затягивании войны. Вот его речь. Господин президент, мы живем в опасное время. По всему миру существует множество очагов напряженности. В нашем полушарии, в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе. Но сегодня я хочу напомнить своим коллегам. Самым опасным явлением в мире по-прежнему остается война Владимира Путина против свободы и Запада в Украине. Хочу отметить, что на протяжении последнего года Владимир Путин издевался над мирным процессом по Украине, последовательно наращивая атаки на соседнюю страну. Недавно он развязал самую масштабную воздушную атаку за весь период конфликта и неоднократно демонстрировал, что не заинтересован в мирных переговорах. Он лишь на словах говорит о переговорах, но его действия показывают обратное. В отличие от этого, в последние недели Соединенные Штаты, Украина и наши европейские друзья выработали общую переговорную позицию, основанную на нескольких ключевых принципах. Вот эти ключевые моменты. Украина не должна быть вынуждена отказаться от суверенной территории, на которую она имеет право и которую в настоящее время контролирует. Путин не должен добиться за столом переговоров того, чего ему не удалось добиться на поле боя. А на поле боя Путин уже потерпел серьезные разочарования. Кроме того, Соединенные Штаты должны играть постоянную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины. Если такие гарантии будут согласованы, Сенат должен их ратифицировать. А до тех пор, господин президент, украинскому народу необходимо помогать продолжать борьбу за свою свободу. Владимир Путин — человек без раскаяния. Он навсегда останется агентом КГБ. Это диктатор с десятилетиями кровопролития на руках. Это крупнейший вор в истории мира, военный преступник, который уже сейчас должен находиться за решеткой. И, разумеется, Путин — лжец. Когда Владимир Путин улыбается американским переговорщикам, он изображает нашего друга и делает вид, будто мы верим, что он наш друг.
у нас нет ни малейших оснований улыбаться Путину в ответ или доверять ему что-либо, кроме осторожности и презрения. После 4 лет войны Путин понимает, что победа России не неизбежна. Все больше американцев это осознают. Опрос в ноябре показал, что 70% американцев не доверяют Путину и не верят, что он выполнит какое-либо мирное соглашение с Украиной. Поставки союзниками систем противовоздушной обороны и ракет являются недостаточными, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он предупредил, что Россия готовит новые масштабные удары, поэтому крайне важно, чтобы партнеры услышали запросы Украины и дополнительных поставках. Сегодня есть отдельные задачи для противовоздушной обороны и для военных. По данным разведки, у нас сейчас есть информация о том, что россияне готовят новые массированные удары. Мы откровенно говорим с нашими партнерами о ракетах для ПВО и о системах, которые нам так срочно необходимы. Поставок недостаточно. Мы пытаемся их ускорить. И очень важно, чтобы наши партнеры нас услышали. Сейчас проводится большая работа на уровне Министерства обороны Украины. Но все же прошу, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Помогайте тем, кто рядом с вами, тем, кто один, и тем, кому нужна ваша поддержка. Мы готовимся к следующей неделе так, чтобы встречи в Давосе были продуктивными и правильными. Нужна четкая содержательная основа и у встреч, и у документов. Сейчас точно не время для громких и пустых заявлений или формальных встреч. Должны быть результаты для реальных людей, для украинцев, для всех европейцев и для американцев. Мир нужен всем одинаково. Реальная безопасность нужна всем. Нормальное экономическое развитие также нужно всем. И все это должно быть отражено в соответствующих документах, которые мы готовим, в том числе совместно с американской стороной. Около 100 домов в Киеве пока что остаются без тепла. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. После многочисленных российских атак по энергосистеме Украины город получает всего половину от необходимого объема электроэнергии. С начала войны в Киеве еще не было настолько сложной ситуации, и это первый раз в истории нашего города, когда при таких сильных морозах большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии. Никогда прежде не было такого вызова и такого давления на критическую инфраструктуру и на людей, которые работают. Последняя атака была очень масштабной и болезненной для нашего города, потому что половина домов, многоэтажных зданий в нашем городе, это около 6 тысяч, были отключены от теплоснабжения. Общее количество домов — 12 тысяч. То есть половина города осталась без тепла, в условиях, когда ночью на улице минус 20. Донбасс, Донецк, Луганск или Крым никогда не были конечной целью Путина. Его цель — вся Украина, и особенно сердце Украины — Киев, столица. И Киев всегда был и остается целью агрессора. С самого начала, когда Путин заявлял, что он нацелен на военные объекты и военных, это была ложь. Цель ударов по Киеву — сломать сопротивление, дух украинцев, сделать все, чтобы люди впали в депрессию, собрали чемоданы и покинули территорию. Это не что иное, как геноцид, потому что Путину не нужны мы, украинцы. Ему нужна территория. Отсюда и атаки, прежде всего, на энергетические объекты, чтобы оставить людей без тепла, без воды, без электричества. И мы видим, что он не отказался от своих планов. Он атаковал энергетический сектор перед каждой зимой и продолжает делать это сейчас. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске так называемой национальной петиции, то есть фактически неформального референдума в рамках предвыборной кампании перед парламентскими выборами, намеченными на апрель. Цель инициативы — заручиться поддержкой граждан в отказе Венгрии участвовать в финансировании помощи Украине со стороны Европейского Союза. Выступая в пятницу в эфире государственного радио, Орбан заявил, что каждый гражданин получит бюллетень и сможет сказать «нет» финансированию Украины вместе с правительством. Он вновь обвинил оппозицию в проукраинской позиции и заявил, что именно его кабинет является гарантией мира и экономической стабильности для страны. Пришло время спросить об этом венгерских избирателей. Венгрия — единственная страна, которая всегда спрашивает свой народ по стратегически важным вопросам: снижению тарифов на коммунальные услуги, миграции, гендерной политике, членству Украины в ЕС, и теперь также по этому вопросу. Мы выносим его на общественное обсуждение в форме национальной консультации. Каждый ее получит и сможет сказать этому «нет», а также заявить вместе с правительством: мы не будем платить, не рассчитывайте на нас. Мы не будем платить, мы не будем менять венгерские меры социальной поддержки,
поддержки, мы не будем менять субсидии для семей и владельцев жилья и не будем отменять меры по защите пенсионеров. Они хотят втянуть в войну каждую европейскую страну, потому что почему должны ехать туда и погибать только французские и британские солдаты, если в Европейском Союзе 27 государств-членов? Поэтому, по всей видимости, будет нарастать давление с требованием отправлять молодых венгров в Украину в качестве солдат. И опасения обоснованы. Проукраинские партии ДК, ТИСа уступят этому давлению, как уступают любому давлению. И рано или поздно, если в Венгрии будет пробрюссельское правительство, молодых людей отправят в Украину. Это реальная угроза, и ее необходимо предотвратить всеми средствами. Именно поэтому мы не хотим отправлять молодых венгров, оружие или деньги в Украину. Мы не хотим быть втянутыми в эту войну и не хотим допустить, чтобы эта война поглотила нас. В Гавани прошел марш памяти 32 кубинцев, погибших в Венесуэле во время операции США по захвату Николаса Мадуро. Шествие состоялось на набережной Маликон. Военные несли портреты погибших. К маршу присоединились тысячи людей. Акцию возглавил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Выступая у посольства США, он заявил, что Кубу не удастся запугать. Накануне Рауль Кастро и Диас-Канель приняли урны с останками в международном аэропорту Хосе-Марти. Памятные церемонии прошли по всей стране, затем состоялись захоронения. Нет, империалисты. Мы вас совсем не боимся. Нам не нравится, когда вы нам угрожаете, как говорил Фидель. Вы нас не запугаете. Наши отважные бойцы, вооруженные обычным оружием и не имеющие ничего, кроме своей морали и верности миссии, которую они выполняли, сражались до смерти и наносили удары по своим противникам. Сын Рамзана Кадырова. Адам госпитализирован после дорожной аварии в Грозном. Об этом сообщили оппозиционные СМИ со ссылкой на источники. По их данным, Адам Кадыров был доставлен в республиканскую больницу в тяжелом состоянии, без сознания. Сообщает, что его реанимируют и готовят к перевозке в Москву. По данным журналистов, кортеж Кадырова двигался на высокой скорости. В ДТП попали несколько автомобилей, пострадали несколько человек. После происшествия в Грозном перекрыли движение, в том числе дороги, ведущие к больнице, куда доставили Кадырова. Власти Чечни ситуацию не комментировали. Адаму Кадырову 18 лет. Он один из самых публичных детей Рамзана Кадырова. В 2023 году Кадыров-старший опубликовал видео, на котором его сын избивает арестованного Никиту Журавеля. После этого Адаму Кадырову были присвоены государственные награды, а сам он занял ряд высоких должностей, включая пост секретаря Совета безопасности Чечни и куратора республиканского МВД. В Нью-Йорке аукционный дом Кристис выставил на торги личные вещи бывшего президента США Джимми Картер и его жены Розалин Картер. В коллекции картины, написанные самим Картером, мебель его работы и личные предметы. Галстуки, трости времен президентской кампании, шляпа Стетсон и аксессуары с арахисовой символикой. Рисовать Картер начал еще в детстве, но особенно активно, после ухода из Белого дома. Его картины посвящены местам, которые были ему близки, в том числе церкви в родном городке Плейнс. На торгах есть и мебель, сделанная им собственноручно. Простая, добротная, без показной роскоши. В Кристис подчеркивают, цены сделали доступными, чтобы участие в аукционе было открыто для широкой публики. Онлайн-торги продлятся до 27 января. Часть вырученных средств направят в фонд семьи Картер.